Всем привет! Наступили холода, и машиной как бы уже особо не позанимаешься. Теплого гаража у меня нету, где бы я мог этим заниматься. Поэтому по салону однозначно зимой, наверное, делать ничего не буду. Ну, только если что-то в экстренных ситуациях, когда будет прям крайняя необходимость. В общем, что я планирую делать зимой. Сейчас я вам все покажу. Нашел бампер. Правда, состояние у него печальное, да? Вот у него трещина на усилителе. Вот здесь поверху трещина, внизу видно, да? И отколот кусочек. Ну, кусочек он есть, я его просто уже убрал. Разобрал весь бампер, да? Сама накладка. Оградка, не обращайте внимания, завтра поедет на установку. Закончил я ее. В принципе, сама накладка целая, за исключением вот этого места. Многие вот эти крепежи сломаны, внизу они практически все целые, а вот сверху есть пару штук, сейчас покажу. Вот он, здесь, вот здесь. Губка, поролон, что это? Да, это она целая, в принципе. Вот сейчас уже приступил, зачищаю все это дело. Здесь, в принципе, все целое. Я говорю, за исключением вот именно вот этого момента. Вот здесь трещина. И где-то была еще одна небольшая. Ну, там совсем чуть-чуть. Да? И на накладке вот здесь небольшая трещина. Опять же, да? Для меня, в принципе, все это не проблема. Сделаем. Также до Нового года планирую сделать своими руками флагшток. Да. Именно вот сюда поставить флагшток. Делать буду я его из нержавейки. В принципе, заготовочки я уже начал потихонечку делать. Думаю, у меня все получится. Также этой зимой хочу, шапочка моя, перешить вот эту часть. Она у меня уже протертая, да, с этой стороны. Спинка целая, а задница именно протертая. Борта, в принципе, у меня все тоже целые. Вот это перешью. Покажу, как разобрать шкурки и как, соответственно, перешить, не имея швейные машинки, скажем так, да, все своими руками. А теперь на моем канале появилась новая функция спонсорства. Теперь каждый, кто желает помочь мне и моему каналу, может пройти на главную страницу, нажать на кнопку «Спонсировать», выбрать ту или иную категорию, которая ему больше всего подходит, и оформить подписку. Кстати, как вам новая ручка? Ну и давайте уже на чистоту. Да? Очень много всяких вопросов, просьб. Покажи то, покажи это. Я не собираюсь снимать, скажем так, бампер только для того, чтобы показать вам, как это делается. Да? Я на этой машине ездию, эту машину я делаю для себя. Поэтому я планирую купить донора и уже на доноре показывать вам все, что вы захотите. Пришлось взять другую камеру. Сразу все не могу захватить. Следующий руль, да, заказал уже жидкую кожу. Да, вот такие вот моменты будем мы исправлять. Вот этим буду заниматься. Потом покрашу, тоже все это дело покажу. И еще одно занятие на зиму, это ремонт кулисы. Данная кулиса была снята с моей машины, то есть при покупке, да. Вот, и сразу же была заменена, потому что не было времени все это ремонтировать. Вот здесь то же самое. То есть здесь стоят сайлентблоки. Кому будет интересно, я в описании скину ее номер, то есть родных сайлентблоков. Мы же будем менять на подшипники, не дожидаясь. Да, и заодно, кстати, я попробую их восстановить своими силами. Ну, не знаю, что получится. Собственно, к чему мы решили ее отремонтировать. Все дело в том, что бельчонок у нас на автомате, и мы собираемся его переводить на механику. Также, возможно, мы поменяем двигатель.
не факт, конечно, но менять будем, если будем менять, то на такой же, абсолютно такой же 2-литровый, такой же 102 мотор. Что нам понадобится для перехода с автомата на механику? Это у нас выжимной. Вот его номер. Это у нас подшипник на коленвал. Тоже, да? Его нужно менять. Где он у нас? Вот он. Сейчас, секундочку. Вот он у нас номер. Теперь рабочий цилиндр. Да, также педали мы уже в принципе купили. И главный цилиндр. Это то, что нам нужно для перехода на механику. Ну а на сегодня у меня все. На этом всем спасибо. Все, всем пока.